Кто на пороге? Новое или бывшее? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Знаете, вы такой человек, вот правдорубом почему-то мне хочется вас назвать. Вы такой правдоруб, который не боится ни начальника, вы не боитесь испортить отношения там ни с друзьями, ни с близкими. Вот вам все равно, вот если вы чувствуете несправедливость, вам не важно, кто перед вами стоит. Хоть сам президент, вы все равно будете правду матку вот рассказывать, вы будете доказывать свою правоту. У кого-то может проиграться, что вы, может быть, не так давно потерпели какую-то очень серьезную такую кризисную ситуацию, которая не то чтобы вас в шок подвигла, она вас как будто добила, да? У кого-то это проиграется развал семьи, у кого-то это проиграется, может быть, потеря работы, у кого-то два в одном. То есть здесь такой вот жизненный кризис. Возможно, вы сейчас пребываете, кто-то в таком состоянии, либо же вот недавно это, да, поскольку это общий расклад. Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая самая большая потеря у вас была, ну, давайте последние полгода, к примеру. Вот что вас могло вот в этот кризис вогнать, либо сейчас, да, вот из-за чего? Это развод, это потеря работы, либо там еще, может быть, кто-то ушел из ваших близких на небеса, да? Вот напишите, что вас просто добило вот в какой-то момент. Если все хорошо, так и пишите, все хорошо, да? Это общий расклад в конце концов. Знаете, вы такой человек, который переживает все какие-то жизненные невзгоды, настолько тяжело, настолько глубоко. У кого-то может проиграться, что вы даже вот, возможно, во время вот, ну, этой такой кризисной ситуации, вот потери какой-то большой, возможно, даже вы либо попадали в больницу, либо же, ну, практически, да, может быть, вам уже делали, ну, скажем так, предложение, да, лечь в больницу, потому что еще немножечко, и можно до инфаркта доиграться, к примеру, да, либо еще до чего-то. Ну, то есть здесь такой жизненный надлом сил. Это ситуация, когда вам настолько плохо, когда, ну, нет вообще жизненных ресурсов. Те, кто сейчас находится в таком состоянии, то я прекрасно понимаю выражение, когда люди говорят, что вот ничего не хочется, жизнь не мила, нет мотивации, нет сил, когда ты ходишь просто как зомби, да. Кто-то, может быть, даже какие-то успокоительные принимает, потому что, ну, по-другому не может не уснуть, не может вообще как-то сосредоточиться на работе. Ну, то есть здесь такое упадничество. Может быть, даже вы перестали особо коммуницировать, да, вот как-то закрылись. Вот дом, работа — это максимум. Ну, в магазин там еще на автопилоте сходили. Ничего не радует, ничего не хочу. Про будущее вообще не думаю. Ну, то есть, либо вы сейчас находитесь в таких энергиях, либо вот недавно вы были, но очень тяжело выкарабкиваться, да. И если вы уже кто-то прошли, напишите, ребят, если у вас, у кого-то уже это прошло, напишите, отзовитесь, как вы выкарабкивались. Здесь затяжная история. Вот затяжная, тяжело было из этого выйти. Ну, плюс-минус, да, у кого-то быстрее, у кого-то дольше. Но, тем не менее, этот период пройдет, вот если кто сейчас находится в таких энергиях, потому что вы человек, который может, знаете, вот как реагировать ваша психика. Вот вы какой-то период грустите, да, вот плохо-плохо, а потом как будто какой-то щелчок, либо же какая-то ситуация, которая вас сподвигнет вот выйти из этого состояния. Возможно, у кого-то уже это было, тоже отзовитесь, ребят. Вот что вас вывело? Может быть, даже у кого-то проиграется, что будет щелчок, ну,
не в прямом смысле слова, конечно же, да, внутренний такой. Особенно если вы чем-то связаны, вот какими-то обязательствами. Может быть, у кого-то это обязательство в виде ваших детей. У кого-то вот вы поймете, что так, стоп, хватит страдать и умирать. Есть пожилые родители, к примеру, да, за которых я несу ответственность. Кто-то детям помогает, либо же дети живут с вами. Поэтому вот будет такой вот внутренний щелчок, и вы поймете, что нет, хватит. Погрустил какой-то период, и хватит. Я сильный мужик, в конце концов. Вот в таком вот плане. На самом деле такая довольно тяжелая сейчас вот почему-то энергетика вот идет от сигнификаций. Это может еще говорить о том, что даже те из вас, которые не находятся сейчас в таком печальном состоянии, но это говорит о том, что вот нет каких-то жизненных сил, нет мотивации. Я не вижу рядом женщины. Это тоже может быть как отсутствие мотивации двигаться ради чего-то, ради кого-то. Да? Вы человек, который привык жить для других. Вы сами, в общем-то, любите комфорт. Вы такой человек, который и умеете создавать уют, комфорт, но и вы кайфуете, да. Пусть вы не из золота себе этот комфорт сделаете, но вот ваше гнездышко – это такое уютное место, куда вам нравится возвращаться. Может быть, вы сами создали это руками все, да, либо интерьер делали, да, вот как-то вот вы вкладывали душу, вот в ваше жилище вы вкладывали душу. Поэтому под вас все сделано, под ваш комфорт. Но единственное, конечно, не хватает женщины. Вот женщина – это ваш двигатель. У кого-то проиграется, что вы довольно длительный период вообще уже находитесь без женщины. Здесь может быть и в сексуальном плане, да, вот некое воздержание. Здесь может быть, что у кого-то нет отношений длительный период, да. Поэтому, ну, такая вот тяжелая, внутренне тяжелая, напряжная ситуация. Не обязательно, что вы там все просто сходите с ума, а вот именно состояние внутреннего одиночества, состояние безысходности, состояние, когда вот, ну, я банально не вижу достойную женщину, чтобы с ней строить отношения. Это тоже может вас напрягать кого-то. Поэтому, ну, здесь, ну, тяжелая энергетика такая идет от расклада. Давайте-ка смотреть, кто у нас на пороге. У вас, вернее. Ну да, да, еще какой-то период эта ситуация будет у вас, ребят, продлеваться. Вот у кого-то ситуация, ну, тяжести, как я описала, если это недавние события, потери были, да. А у кого-то это может быть депрессивная ситуация такая, из-за отсутствия женщины. Ну, в общем, в принципе, то, что я проговорила, у каждого она своя, но мне показано, что вас еще, знаете, что останавливает от отношений? Страх обмануться. Страх обмануться, обжечься на женщине и, конечно же, чтобы, не дай бог, она вас не обманула. Поэтому здесь такой, знаете, очень сильный страх, что вы можете влюбиться, а женщина вас обманет, как это было когда-то, возможно, у вас, да, в отношениях. Поэтому вы тоже очень сильно не спешите в новые отношения. Здесь очень такая глубинная даже работа, может быть, у кого-то из вас идет. Но в вашу жизнь придет женщина. В обморок не падаем, ребята, это не бывшая. Женщина, с которой вам будет комфортно, но этот комфорт вы будете осознавать очень постепенно. Сначала, да, сначала она вам просто понравится как женщина. Она будет привлекательная, она такая статная, она ухоженная, вот уютная, почему-то ее хочется назвать. Возможно, у нее такая теплая энергетика. Вы знаете, да, что мужчины и женщины, они с легкостью считывают энергетику друг друга. То есть напряженную женщину, ну, видно, это даже по выражению лица считывается, да. Такое противозачаточное лицо, которое не хочется совершенно подходить. Ну, вы об этом знаете прекрасно. Эта же женщина, вот она источает вот свет, тепло какое-то, да. Вы, когда с ней познакомитесь, вы можете отметить внутренне, что вот да, чем-то она меня зацепила, вот что-то меня в ней так влечет, да, но опять же вы торопиться не будете, потому что опять же ваши сомнения, ваши опасения
Может кто-то из вас дистанцироваться на какой-то период, да, потому что, опять же, у кого-то может проиграться, что на момент знакомства вы еще до конца, вот вы не будете знать, свободна она, либо же замужем. То есть ее статус поначалу вам будет неизвестен. Это тоже для вас будет звоночек, потому что вы из тех мужчин, которые с замужними, с несвободными женщинами вы точно не связываетесь. Поэтому можете дистанцироваться, да, можете кто-то, может быть, даже будет каким-то образом, да, вот если у вас будут, к примеру, общие там знакомые, ну, либо каким-то другим путем, может быть, через соцсети как-то вы будете прощупывать, да, вот статус этой женщины. Вы, может быть, даже специально отдалитесь, потому что, ну, какие-то такие необычные ощущения у вас заграют к этой женщине. Вот тяга какая-то, да, это не та безумная любовь, необдуманная, какая бывает в 17 лет, а вот именно осознанное такое зарождение чувства, что ли. Поэтому не пугайтесь, если вы на какой-то период отойдете от нее. Это, знаете, это как будто разбег перед прыжком, да? Вам нужно уйти в пещеру, как я уже говорила. Вот мужская психология, она такова, что периодами мужчина уходит в пещеру, когда нужно поговорить с самим собой, обдумать что-то, принять решение, решить проблему, да? Поэтому это будет своего рода такая пещера, просто чтобы не ошибиться. Эта женщина вот придет в вашу жизнь не для того, чтобы ее испортить в очередной раз, а для того, чтобы стать вашей такой большой-большой наградой за те все переживания, за страдания, которые вы пережили в своей жизни. Когда вы договоритесь как бы с самим собой, да, когда вы все за и против взвесите, что это хорошая женщина, достойная женщина, да, что вы сами поймете, что все женщины разные, вот тогда вы будете готовы, ну, как будто сами с собой реально договоритесь, вот мысленно. Вы поймете, что вы готовы рискнуть, вы готовы будете попробовать войти в новые отношения с ней. И причем это будет самый важный, осознанный, наверное, шаг за последнее время в вашей жизни. Хотя кого-то будет накрывать, кто-то будет мысленно, ну, сознательно, либо же подсознательно. Возможно, какой-то период будете пытаться ее сравнивать с бывшей женщиной. Однозначно это будет сравнение не в пользу бывшей. Вы, возможно, даже поймете, что, ну, елки-палки, да, та была совершенно другая, та не так относилась ко мне, та, может быть, не такая нежная была, не такая заботливая, да, ну, то есть там проигрыш однозначный. С этой женщиной вот вы почувствуете себя таким вот, ну, королем почему-то мне хочется сказать. Ситуация, когда расправляются крылья. Причем, смотрите, вот с появлением этой женщины у вас появятся такие вот тайные поклонницы. Вот вокруг вас начнут кружиться женщины, другие женщины. Вот я не знаю, как это состыкуется, да, но когда у вас начнутся новые отношения, почему-то другие женщины как будто прозреют, да, что, о боже, какой мужчина, да. Поэтому не удивляйтесь. Вот такая мистическая ситуация, когда вас кто-то будет пытаться, может быть, закадрить, кто-то будет пытаться просто флиртовать, глазки строить. Ну, такая, может быть, даже женская ревность. Это может еще быть, когда кто-то из ваших знакомых, которые увидят, узнают, да, что вот у вас появились новые отношения, новая женщина. Это чисто женская жаба, грубо говоря, как ее называют. То есть это будет такое проявление, что вот я тебя хочу, я вот такого мужчину хочу себе. А та, которая у тебя появилась, давай мы ее отодвинем. Вот в таком плане, да. Есть в вашем окружении женщины, одна, две, но это точно, которые вот готовы будут за вас сражаться. Поэтому будьте готовы к тому, что вот придется деликатно, либо не очень деликатно как-то их отодвигать. Просто чтобы вот ваше такое новое счастье не спугнуть. Потому что эта женщина, которая появится в вашей жизни, ну, естественно,
она так с подозрением будет на это смотреть, если увидит, что вас кадрят другие женщины прям в открытую. Вы понимаете, да, что здесь и ревность может проснуться, и ей, конечно же, это не понравится. Поэтому, я думаю, вы будете беречь ее от всяких разных там соблазнов, скажем так, да, чтобы ее не обидеть и, в принципе, и самому не вляпаться ни в какие отношения, да. Так, что... Не, ну здесь будет очень так красиво развиваться история, не спеша. Это будет любовь обдуманная, осознанная. Женщина, с которой вы много где побываете. То есть вы не будете сидеть дома просто там, ну, грубо говоря, один кекс, да? Вы будете находиться много в движении. Может быть, куда-то поедете. Может быть, причем вы как будто вот будете подстраиваться, вам будет хотеться, вернее, под нее подстраиваться, да, вот как будто ее желания маленькие исполнять. Может быть, она захочет, ну, либо же ее давняя мечта была куда-то съездить. Это не обязательно за границей. Это может быть где-то там, я не знаю, в соседний город, может быть, в музей какой-то, грубо говоря, да. Ну, у каждого свои предпочтения. Вы будете стараться вот, ну, разные приятности сделать, да. Вот хочет она съездить на море, допустим, вы ее повезете на море. Хочет она там куда-то еще съездить, вы будете пытаться, вплоть до того, что если у вас не будет денег, вы будете как-то либо же одалживать их, да, там у друзей, приятелей, но только чтобы вот, ну, сделать ей приятно, чтобы видеть, как ее глаза сияют. Это будет история очень веселая, потому что, ну, и она на самом деле очень жизнерадостная, но вот как-то с ней будет все складываться легко и весело. Вы даже, может быть, где-то в компании будете зависать, как-то вот вы, когда поедете куда-то, да, это будет какое-то знакомство, ну, возможно, еще какая-то семейная пара будет, и вы будете вот компанией проводить время. Это будут новые люди, новые знакомства, новые связи, кстати, могут появиться. Будет много интима, да, это тоже немаловажно, причем очень жаркий, очень такой горячий интим. Ну, в общем, что я вам скажу, ребят? Обалдевать в хорошем смысле слова вы точно будете с этой женщиной, но это такая очень приятная, красивая, любовная история. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!